Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Фортива. Сегодня хочу показать вам одну из сборок. Я ее давно хочу показать, но что-то как-то пока не получается. Короче, первая сборка звучит так. Это волшебники, плюс 9 магов, соответственно, через Лину, как керри физического, плюс Разора, плюс ЦМки, через Лун Друида еще сверху. Ну, как-то так, короче. Вот. Один момент. Второй момент. Я бы хотел вам показать кунг-фу через синергию Кира и сделать Марси атакующим керри. Прям таким, знаете, жестким, прям, который напором берет. Но не факт, что мне это получится, по той лишь причине, что здесь есть первые шаманы. Вот, шаман, да, первый. И моя сборка работает только в том случае, если против меня не соберутся шаманы, так как если соберутся шаманы против меня, то, скорее всего, мне просто развалят кабинет и ничего больше я не сделаю. Но это пока, знаете, такое. На самом деле есть мехи, и я бы, наверное, хотел бы мехов заабузить. Не знаю. И да, и нет. И да, и нет. Ай, ладно. Пока нет. Пока нет. На самом деле, здесь можно еще было бы сыграть на одной интересной сборке. Это через зверей, но через суммона. Не через синергию Киры, как обычно, там рыжий лис, плюс синергия Киры, плюс звери. Все такое. А именно через вот атакующую, через спам. Вот это сильно пришло. И собака пришел, и эти пришли. Это очень сильно. То есть вот это вот то, что мне сейчас пришло, это очень сильно. И можно было бы зверей, и орков, и нежить даже пришла. Можно было бы, знаете, на каком билде сыграть? Это боги плюс полуорки через эгиду. Ну, не знаю. Хочу через Лину. Вот реально через Лину хочу. Но, скорее всего, игра сейчас решит за меня, через что я буду играть. У меня есть такое подозрение, что, скорее всего, сейчас решат за меня. Интересно. Это реально очень интересно выглядит. Может, мехов получится собрать. То есть, смотрите, тогда моя сборка будет выглядеть так. Это будут полуорки, боги, наверное, немножко рыцарей и звери. Ну, зверь только один получается. Вот этот. Либо же не знаю, на самом деле, какую хочу сборку. То есть, у меня сейчас куча вариантов появилась. Надо просто определиться сейчас со старта, пока это не поздно. Потому что если я не определюсь со старта, будет очень плохо. То, что мне гида пришла, это, в принципе, хорошо, потому что ее я могу использовать и в сборке с волшебниками. Тут, кстати, синергия намного жестче, чем у чувака, чем у меня, но ладно. Эксперт по магии. Прикольно такой внешний стиль у Акса. Реально очень прикольный. Ну, двойка, в принципе, поэтому я проиграл. Я бы на самом деле хотел бы на лустрике сыграть и просто понять то, что... Ладно, я понял. Игра уже определила мне то, куда я буду двигаться дальше. Ну, конечно... Ладно. Не, ну это сильно. Это реально сильно. 2 разора со старта это очень сильно. Можно было бы, знаете, как сделать? Полуорки, немножко магов и разора. Троечку собрать. Чисто вот по кайфу. По кайфу катнуть. Вот этого чувака там куча всего. А еще, ребят, у меня новости. Вдруг кто не видел мой предыдущий ролик. Я думаю, таких людей мало, но наконец-то достиг 1000 подписчиков. И огромное спасибо вам за это, потому что без вас бы я бы этого не достиг и не смог ничего сделать. Поэтому огромное спасибо вам за то, что поддерживаете меня, за то, что ставите лайки, комментарии и помогаете мне развивать мой канал. Поэтому огромное еще раз спасибо вам всем. А еще, если вдруг кто не знает, есть телеграм-канал у нас, где я пишу новости по поводу стримов, по поводу обновления игры. Плюс у нас есть там чат комьюнити. Поэтому, кому интересно, присоединяемся. На самом деле, я бы хотел, наверное, заменить гиду и поставить 2 резаков. Потому что чистый урон, мне кажется, намного больше будет, чем 250 от гида. Кстати, ладно, я заменю. Да, там мана кастуется, да, там все такое. А тут сразу КД идет. Короче, как-то так сейчас пока поставлю расстановку. Разберемся сейчас, короче. Я не хочу просто сильно спешить. Мало ли мне реально сейчас не тот билд придет. Хотя на самом деле из-за того, что 2 разора пришло со старта, то мне не хватает только чуть-чуть. Вот чуть-чуть не хватает.
И буду реализовывать свой потенциал по максимуму. Блин, 2 разора тупо не достают. Боже, как мне нравится баланс этой игры, когда ты просто в прыжке эвейдишь скиллы. То есть, когда ваша фигура перепрыгивает, вы просто берете и эвейдите тонну скиллов. Класс. Севчик еще пришел. Можно было бы на самом деле такого начудить интересного. Просто не факт, что получится. Может оставить Рипера одного. Вот так вот как-то сделаю расстановку сейчас. Но сеф мне нужен 100%. О, рыцари. Рыцари маги чуть-чуть. Это сильно. Уже как он меня разорвал. Так, фуру пока продам. Не, ну в идеале лустрик поставить. Вот, ну это издевательство, да? Яйцо со старта. Я бы на самом деле мог сейчас яйцо кинуть. Я, наверное, так и сделаю. Кину яйцо в разора. Этих поставлю так. Можно было бы СФа поставить. Маг есть какой-то? Маг есть. Можно было бы СФа даже скипнуть. Поставить маг. Хотя можно сделать вообще вот так. Резака скипнуть тоже. Сделать так. Сейчас посмотрим, может быть так сильнее будет. Хотя на самом деле я не особо верю в СФ 200 урона. Может лучше эгиду поставить. Ну, сейчас посмотрим. Если... Я посмотрю, сколько он нанесет урона. Если он мало нанесет, то я эгиду поставлю, скорее всего, туда. Давай, давай, кабанчика души. Ой, хорошо. Пока что хорошо. Вот. Ну и как это понимать? Вот реально, как это понимать? Приходит очень даже неплохо. Тьфу-тьфу-тьфу. Не хватает только ЦМки. Может тогда реально сделать себе такой билд? О, волшебники фуловые. Кого ты собираешь? А, ты сейчас воинов собираешь. О, 9 воинов со старта, это очень сильно. Сейчас будет просто разрыв кабинета. Сейчас будет просто разрыв кабинета. Как же он сейчас будет чердак сносить? Че он хочет? Ну поставь. Ты ж только что сделал 9 воинов. Ладно. Я бы на самом деле на его месте лучше бы сделал 9 воинов, чем то, что он сейчас сделал. Это слабее намного, как по мне. Куда ты кастуешь в одного? Вот сейчас мне тупо расстановка не зарешала. Была бы у меня чуть-чуть другая расстановка, я бы 100% уверен, что я затащил это. А тут, кстати, у меня замешательство. Я думаю, такая сборка не затащит, поэтому я поставлю лучше 2 резаков, потому что у них массовый урон. Сделаю как-то так. И все. На самом деле, хотелось бы через лустрики сейчас играть. У меня 90 хп. Или не играть так на лустрике, может просто уже так играть. Это богов скип. Севчик, наверное, я скипну, хотя 9 магов. Ранний 9 магов было бы хорошо. Я, короче, в затруднительном положении, и я СФ скипну все-таки. Я лучше выйду в 20 монет. А вот сейчас можно было бы не выходить так сильно. И быть сильнее, чем... О, мана плюс 30, хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока что... Тьфу-тьфу-тьфу. Как-то так даже расстановку, наверное, сделаю. На самом деле 2 резаков продать, выйти в 30 монет. Я ничего продам. Максимальный инкам делаем быстрый. И выходим в 9 магов через волшебников. О, кстати, тут чувак на лустрике. Отлично. Отлично. Хорошо, что я туда на лустрике пошел, потому что он бы мог мне запороть все. Он бы мог мне просто все запороть. Отлично. Так, есть человек еще.
Можно было бы человека поставить вместо этого. Да, я, наверное, так и сделаю. Я поставлю человека, потому что я тогда хотя бы книжки могу обузить, правильно? Правильно. Хотя бы смогу книжки обузить. Мне бы сейчас, чтобы на ЦМ-ку пришла манта, это будет вообще идеально для этого билда. Тот билд, который я хочу показать, вот это будет идеально, если мне придет Мантастайл. Мантастайл это, если что, волшебное зеркало в этой игре. Вдруг кто не знает. Это было бы реально топово. Чувак через 9 воинов решил сыграть. Ну вот на самом деле, если бы он сделал это намного раньше, было бы намного сильнее. Но сейчас то, что он сделал, это такое себе. Кстати, автопокупку, наверное, я на Разора сделаю. Ну, мне на самом деле на 3 персонажей надо делать. Лину я буду все-таки делать через физический билд полностью. Будет она у меня с руки махать. Но и мне придется предметы найти все равно на какой-то на магический контроль. То есть мне нужен волшебная цепочка 100% понадобится. Это как бы гадалки не ходи, она 100% нужна, потому что без нее будет намного плохо. Намного хуже, я бы даже так сказал. Намного плохо. Ну, в принципе, намного плохо тоже нормально. Ой-ой-ой, люди приходят. Можно было реально с людьми что мутить еще интересное. Ну, в принципе, мне нужен только один человек будет. Когда будут у меня фуловые волшебники, мне понадобится всего лишь один человек. Книжка. Нужна ли мне книжка? Вот такой вопрос. Пока непонятно, нужна или нет. Так, 6 воинов. Тут охотники. Ну, меня охотники разорвали в прошлый раз, поэтому я не буду целиться на кого-то другого. Я от воинов думаю, хоть как-то это разберу. Кстати, странно, что никто шаманов не собирает. Хотя я уверен, что кто-то дособерет шаманов. Вот есть у меня такая чуйка, что кто-то дособерет шаманов. Кстати, сейчас охотники. Месть моя сладкая пришла. А, классно, ему там повезло на кучу тычек, поэтому мне вынес сейчас опять. Боже, когда я играю... А, у него 6 охотников. Не, подожди, волка. У него 3 охотника, и чтобы вы понимали, вот так вот он стреляет сильно. Если б я так играл, то есть, если бы я играл на волшебниках, мне бы такого не было. Жестко. Я даже не знаю, как лучше поступить, на самом деле. Так, книжку я юзну. Не знаю, как лучше поступить. Собаку-то я сделал 2 уровня. Это нормально. Как же поступить правильно? Через него я буду обузить книжки, это в принципе нормально. Наверное, на 50 монет я выйду в 7 уровень и буду ролить, искать себе волшебников, потому что уже пора. На самом деле мне на волшебников очень сильно не везет сейчас. У меня их просто нет нигде. Но я надеюсь, хотя бы Гримтач придет, чтобы я по деньгам сэкономил, грубо говоря. Кстати, вот 9 воинов. Правда, демон присосался. Это уже такое. Чпуньк. Ну не бей сейчас его. Ну не бей, тебе сейчас мало хп будет. Ну все, кастить она не может. Ну. Хорошо, что все-таки собаку сделал в двойку. Не жалею. А мог бы. Мог бы жалеть. Тут расстановка, в принципе, сыграет свою роль, поэтому я думаю, вот так вот сделаю расстановочку. Два волшебника у меня есть, мне бы сейчас такое, чтобы Гримтач пришел, то было бы вообще песня. Период Гримтач станет все намного лучше и все намного проще. Нужно просто, чтобы Гримтач пришел. Я тогда сразу выставляю себе 9 магов и все, я просто буду выносить и иметь такой огромный стрик. А, вот, кстати, то, что я говорил, шаман будет сейчас собираться. Там будет шаман кунг-фу. Это будет очень плохо для меня. Когда вы играете на 9 магах, вам не нужно играть, ну, не нужно собирать их, когда против вас есть шаман. Только если здесь есть Зевс в билде. Если есть Зевс в билде, тогда да, тогда можно. И выносите просто все и вся. Но если же Зевса в билде нету, то забудьте. Это плохая будет идея. Разочаруетесь максимально. О, отхил, кстати. Блин, классный предмет этот отхил. 500 хп. Я бы скипнул его. Я бы попробовал найти волшебное зеркало. Оно намного больше мне даст. Ну просто этот предмет вообще не... Ну, шибко скипать.
Ладно, я скипну. Ладно, безоружь тоже неплохо. Хотя на самом деле такое себе. Как по мне, что-то лучше другое, чем безоружь. Кстати, сейчас 7 уровень будет у меня. Благодаря тому, что у меня хоть немножечко, ну, книжки есть. Спасибо и на этом. Отлично, так, разобрал. Еще книжки лутаем. И... Ладно, я все-таки буду ролить. Надо найти. СФ, да. Блин, ну это не то. Это не то просто, понимаете? Это не то. Не то, что мне надо. По крайней мере, не сейчас. Да, СФ пришел, это хорошо, это круто. О, обалдеть, чувак на 8 уровне Свена нашел. Ребят, Свена нашел на 8 уровне. На 17... Боже, на 17 раунде чувак нашел Свена. Чтобы вы понимали, мне такого... Мне никогда такой щедрости не было. Вообще никогда такой щедрости не было. Боже, как чуваку классно на охотника только что повезло. Видели, сколько тычек дали? Если бы столько тычек не дали, я бы выиграл. Кунка, кстати. Нужен ли мне кунка? Плохо. Может скипнуть его? Ну, кстати, я еще раз не достал только что до охотников. Если бы я к ним достал, было бы намного легче мне. Но я не достал. Кстати, кто больше урона наносит со старта? Гида в двойку. Нет, ну разор больше наносит. У него просто сплэш намного больше. Поэтому разор больше наносит. На самом деле, вот это вот кольцо, оно немножко даже руина, я бы сказал бы. Мне надо бы его, наверное, заменить. Это 9 воинов. Кстати, больно. А, он шарбизный нашел со старта, понимаю. Он еще себе маску закинул в Тускара. На самом деле это, ну, ошибка, если честно. Они меня сейчас все выносят по той лишь причине, что у меня просто нету волшебников. Были бы у меня волшебники, уже было бы намного проще. О, Гримтач. Отлично. 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 Все, идите сюда, дорогие мои. Так, СФ, извини, но ты мне не нужен. Теперь мне нужно найти небольшое усиление. А это надо искать, наверное, на 8 уровне. Сейчас объясню почему. Там шанс 15%. Поэтому мне нужно будет усиление искать сейчас на 8 уровне. Раньше я это делать не могу. О. Ну, у кого ты ману сосешь? Алло, чел. Ну, кстати, еще один момент, когда челы просто перепрыгнули и просто свейдили мое обледенение. Вкусно и грустно. Вот, кстати, тоже шаман, который просто полетал, точнее, вот панда, которая полетала, по итогу свейдила мне мой урон. Ладно. Котл не нужен мне в билде. Сейчас бы, наверное, выставить фуловых людей и заработать книжки. Вот, выставить фуловых людей, но просто, понимаете, у меня нет возможности сейчас это сделать. У меня есть ЦМ-ка, есть Лина. Если я сейчас так сделаю, то я проиграю раунд. Поэтому так делать я не могу, к сожалению. И, кстати, сейчас я так делаю, потому что от котла больше импакта, чем от ЦМ-ки. ЦМ-ка мало маны регенит. Блин, ну тогда в целом мне собака не нужна. Я сейчас, кстати, объясню, почему котел в этой сборке не нужен от слова совсем. Вдруг кто не понимает, почему он не нужен в этой сборке. О, шкатулочка, отлично. Шкатулка имба. Вот реально имба. Не стоит недооценивать эту шкатулку в магах. Так, Котл. Котл сейчас будет сильнее, пока не придет мне волшебное зеркало. До того момента он будет намного сильнее. В остальных моментах он будет слабее. Взгляд АЗС тоже обалденный предмет. Обязательно нужно брать.
Я уже в одном из своих роликов говорил о том, что взгляд АЗС работает на скиллы. То есть ваши скиллы передают эту синергию. Ой, синергию. Ну, вы поняли. Ваши скиллы будут встроены с взглядом АЗС. Это очень сильно. Спасибо еще раз за то, что мне пришло то, что мне не нужно. И, кстати, гримтач мне нужен не только из-за того, что он демон и ломает синергию демонов, а он мне еще нужен из-за того, что Лина может закастить в него. Вот это вот топ. Вот ради этого я беру. Кстати, вот, только ради этого я беру именно гримтача, потому что он может кинуть скилл в Линен скилл под гримтача. И тогда полетит лагуна по всем. Вот видите, по двоим сейчас произошел этот момент. Конечно, у меня Алина, как всегда, тю-тю, не смогла закастить как надо. Ну, 6 хп. Ну, ржешь, Котел. Все, в кота я теперь верю больше. Котел имба. 8 уровень. Ну, на самом деле, мне нужно немножко подождать, это же деньги не хочу тратить. Я не буду деньги тратить. Я подожду 8 уровень, вот следующий раунд, и буду ролиться хорошенько. На самом деле, если бы не охотники, если бы я знал 100%, что я достану до сюда, то я бы 100% выставил бы какую-то другую сборку. Ой, выставил Разора немножко по-другому. Но так как я знаю, что скорее всего мне может прилететь по чердаку очень сильно, то такое себе. Не очень приятно. Вот, кстати, синергия Кира будет, боже, это жестко. Закастить не смог, еще и попадают по мне. Да, тут синергия Кира будет. Звери и синергия Кира. Сильно. Вот, теперь это убираем. Котла мы скипаем, он не нужен, котел слабый. Пока шмотки я делаю магические. С магическими шмотками пока нормально будет. Вот бы еще, конечно... Приходило то, что надо, было бы вообще песня. Просто не приходит то, что надо сейчас. Все не очень хорошо у меня. Я просто ждал, что когда мне придет лундруид хотя бы в двойку. У меня 15% шанс, что выпадет фиолетовая фигура. Мне вот даже интересно, ребят. А ну-ка сейчас засеките вот и в комментариях напишите, на каком раунде придет мне фиолетовая фигура, которая мне нужна. И сколько раз тут фиолетовые фигуры придут на 8 уровне. Вот я 8 уровень только сейчас взял. Вот с 23 раунда сколько фиолетовых фигур мне придет. Вот кому не падло, посчитайте, напишите мне в комментариях. Потому что мне кажется, минимум сам придет. Вот мне просто, ну, смех. Смех да и только. Кстати, у меня Шразор тогда не кассит, он не успевает. Ты так сделал. Так, какой радиус у тебя? 300, знаешь? Тогда 2 клетки вперед, 2 клетки в бок, да? Тогда, значит, вот так сделаю. 2 клетки в бок. А, тогда нет, да вот так. Тогда массово будет по всему дебаф. Будет везде дебаф тогда. Это будет сильно. Тык-тык. Тэш. Сейчас ему повезет, короче, и он по всем накидает. Точнее, сейчас им повезет, этому охотнику. И он максимально много будет тычек давать. Блин, жалко, Разор не тройка. Мне еще цепочка обязательно нужна в этом билде. Без цепочки будет очень тяжело. И на самом деле я, кстати, Пускара бы взял. Почему бы нет? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Гида нужна. Я очень надеюсь, что мне сейчас нормальное усиление придет. Очень надеюсь. А из нормального усиления я подразумеваю то, что мне придет волшебное зеркало. Так, этот предмет... Ну, вообще скипнуть надо. Мана плюс 40 мне нужна. Цепочка, в принципе, неплохая. Ладно, подождем сейчас. Сейчас просто подождем. Что скипнуть? Мне цепочка очень сильно нужна. И волшебное зеркало. Я очень надеюсь, что мне сейчас просто волшебное зеркало придет ранее. Это будет очень сильно. И лондруид мне нужен. 100%. О, кольцо магии. Шикарно.
Кстати, по-моему, Эгида больше урона наносит. Вот что-то у меня есть такое подозрение, что Эгида намного больше урона наносит. Тройку на 100% намного больше урона нанесет, чем Разор. Спасибо, что Лина пришла на 26-м раунде. Ну, кстати, по поводу тебя. Нужна ли ты? Ну, ты вообще нет, ты не нужна. Ты тяжелая на подъем, поэтому не буду. Персонажи, которые тяжелые на подъем, мы брать не будем. Кстати, Лондруид. Сейчас, наверное, он слаб. Еще слаб. Поэтому мне кажется, лучше поставить кого-то другого. На самом деле, он может 2 разоров сделать. Ладно, подождите. О, шик. Боже. Вот это вот шик. Лондруид. Мишка. О, мана плюс 40, отлично. Не знаю. Вроде бы как бы сильно смотрится. Блонд-друид сейчас. Ну и на самом деле одновременно и слабо он смотрится. Я бы какого-то другого чувака поставил. Я, может, яйцо закину в Разора. Апну Разора. Посмотрим сейчас. Не хочу пока спешить, не хочу пока задуматься. О, кстати. Мне показалось, это синергия Киры. Думаю, о, пришло. Вот минус Эгиды в том, что когда чувак умирает, не скастовывает свой скилл. После смерти, к сожалению. Скар. Это берем. Это мы берем. Если Хускар соберется в двойку, боже, это сильнейший маг будет. Если Хускар просто вот сейчас придет двойку, хотя бы еще один, я его апну. Так, Гримтач. Гримтач не особо важен мне, поэтому я его собирать особо не хочу. Пока что. На самом деле, мне бы как-то расстановочку чуть-чуть поменять. Вот так вот сделать. Пусть лучше Эгида закастит скилл в больший радиус, то есть к ней подойдут поближе, а не что она с Разором будет стоять кастовать 1000 лет. Сейчас будет... О, ты Ларочка. О, жестко. Вот когда вы против шамана, ваш скилл, на который вы рассчитываете от магов 9 штук обледенений, он не работает. И если бы он сейчас работал, то было бы все четко. Я бы его вынес вообще без шансов. Но вынес он меня, причем очень сильно. Минус 15 дал. Да мне еще апгрейд такой сложный приходит, это просто. Это очень жестко, то что апгрейд такой тяжелый приходит. Если бы апгрейд такой тяжелый не приходил, было бы намного приятнее, легче. Но, кстати, в таком смысле лучше тогда Эгиды вот так вот поставить. Реально. Эгиды тогда намного сильнее будет бить. Я должен шотать их быстрее. У меня просто так медленно все, что я в шоке. Еще и глаз чешется. 9 магов, чувака, тоже. О, какой у него сильный маг. Лондруид. То есть он полностью скопировал меня. Я этого не видел, но он меня полностью скопировал. Я надеюсь, что он просто быстро откиснет. Будет очень плохо, если он долго будет жить. Но я надеюсь, что мне Хускар тогда в двойку придет. Я его тогда просто разорву. Ну, вот видите, он просто закастовал. Закастился сильнее, и все. И до свидания, моя сборочка. Я сейчас сраливаюсь, потому что мне нужно его иметь против него преимущество. Вот так вот уже полегче будет. Вот так вот уже будет полегче. Намного полегче, даже так сказал. Наверное, все-таки лучше, конечно же, Хускар был, но ладно, и так пойдет. И на этом спасибо. Ну вот, просто то, что я говорил. Что может быть, когда против вас есть Хускар? Просто Хускар в единицу, я не смог его перебить, у меня Лины нету сильной. Чуть-чуть назад поставлю его. Еще и шаманы эти.
Сейчас на 2 хп будет просто жить и жить. Наверное, сейчас в следующем раунде я полностью сролюсь. Я надеюсь, что мне цепочка выпадет. А сейчас я хочу, чтобы мне еще шар бездны сверху упал. Очень сильно разор у него. Как-то так буду делать. Как-то так. Расстановку сделаю. Не знаю, пусть Гримтач тоже прыгает, что ли. О, БКБ, кстати. БКБ отличная тема, но и Сфера отличная тема. И что из них лучше, я даже, ну, наверное, БКБ я возьму. Наверное, БКБ. А что у меня есть там от магии? 9 магов. Ладно, БКБ. Хоть у меня и разор есть, но БКБ намного сильнее будет. По закону подлости, конечно, мне не придет. Хускар. Огромный. Потому что это закон подлости, всегда так было, есть и будет. Наверное, вот так вот поставлю. Что я так больше верю. Теперь остается Лина в тройку. Но если Хускар будет в двойку, то вообще шикарно. Я лучше с Хускаром буду в двойку. Хускар в двойку намного мощнее. Ой, как хорошо. Еще был Андроид в тройку пришел, была бы вообще песня. Тяжелая игра. Очень тяжелая. Кстати, знаете, что я только сейчас понял? Я все равно не достаю. Надо ближе. Хотя, может, и достаю. Там 9 магов, тут Кира. Вот то, что здесь чувак на Кире, конечно, это очень сильно. У него БКБ, это. Очень сильно. Это реально очень сильно. 2 клетки здесь. Дискорд, в принципе, должен все покрыть сейчас. Тут сейчас кто кого переиграет. Вот реально, у нас сейчас игра, кто кого переиграет. Он сильный. И чувак на Кире сильный. С БКБ совсем. Он там нормальный прям. Очень тяжело. Ну вот он на Кире просто выносит. О чем говорить. Корни, корни, корни. Ну... Я не могу даже Хускара наролить, понимаете? Хускар не приходит. Чел на троллях вот. О, ну как? А, ну не 10, ладно. Но все равно, как? Он же сейчас все засунет Хускара и вынесет все и вся. Ну это жестко, это очень жестко. Я ближе поставлю своего. Мне надо, чтобы он всех задевал абсолютно. Не будет задевать хоть одного, будет очень плохо. Этих ребят сюда, чтобы они туда как-то прыгали. Вот если б Лина в тройку была, кстати, я был бы еще более уверен. Все-таки Лина в тройку, это Лина в тройку. Блин. Кого вынесли? Пока не особо кого выносили. Но это надо было оставить бы.
Суммон. Вообще, да, суммон отличная тема. Две мишки лучше, чем один. Боже, какая игра лютая, если честно. Очень лютая игра. Тяжелая и лютая максимально. Это не легкая игра от слова совсем. Тут все борются до конца. 35-й раунд. И очень красивая игра, на самом-то деле. Без рофлов. Так, ну чувака тут я вынес одного. Сейчас я должен ему попасться снова. Ну, конечно, лондроида я не найду в жизни, походу, да? Каким образом он его вынес? Я сейчас не понимаю. 9 воинов каким-то образом вынес. Обалдеть. Сильно. Если бы мне сейчас рефрешер упал, было бы вообще четко. Объективно. Но лучше бы мне 2 лондроида упало, было бы еще лучше. А лучше и то, и то. А лучше вообще все вместе. Маг, но тут есть чувак вот на троллях один. У него фуловый Хускар, он мне просто разорвет лицо. И второй у него есть темпларка, которая просто тоже разорвет лицо. Ну тут очень тяжело играть. Вот объективно очень тяжело. И тут один раунд сейчас, и все решится. Ко мне должен прийти вот этот воин, тогда я выиграю его. Есть шанс, что будет все четко. Но если придет он, то есть шанс, что я проиграю. И очень сильно. А еще мне нужен реально либо Хускар в троечку, в двоечку хотя бы. Троечку это уже слишком, но в двоечку нужен хотя бы. Вон друид. Ладно, я Хускара не норовлю в жизни, потому что это закон подлости. Этого я хотя бы еще могу хоть как-то. Рефрешер. Отлично. Маска. На самом деле, почему бы нет? Наверное, я все-таки возьму кого лучше. Кому лучше? Тебе, наверное, лучше. Рефрешер есть, это есть. Какая игра лютая. Вот реально игра очень лютая. А без руш, в принципе, мне помочь может. И очень сильно. Блин, он БКБ наролил. Теперь есть шанс, что все будет очень плохо. Единственный вариант это сделать так сейчас. Но Хекс просто не упал. Это плохо. Так, ну пришел воин, отлично, я хотя бы переживу хоть чуть-чуть. Может быть, займу топ-2. На самом деле, наверное, ошибка, что я бессмертие взял. Ой-ой-ой. Остался маг и тролль. Где ж моя удача? Сейчас придет, скорее всего, тролль, и я проиграю, да. Да, то, что я говорил. Он еще насумонил народу, мне просто не хватит сейчас. Не, вроде нормально, минус 8. Мистер Н, надеюсь, ты хотя бы проиграешь? Да, ты проиграешь. Отлично, пока. Борется за топ-2, но я его не вынесу никак. Я уже вижу об этом. Так, теперь подожди, магическое сопротивление убираем. Магическое сопротивление убираем. Пофиг, что ищем. Заруш. Даже Лина в двойку не пришла. Боже, там темпларка просто заряженная, еще и Хускар заряженный. Не, ну это точно нереально вынести. Вот такой я не вынесу никак. Невозможно. Не-не-не-не-не. Ну, когда есть... Смотрите, этот билд, вот, который я сейчас вам показал, волшебники плюс маги, это новый билд магов.
Так играют сейчас все, и вы можете занимать обалденные места, кайфовать от игры, все такое. Но только в игре появляется Хускар, только в игре появляются шаманы, ваша сборка в 90% случаев проиграет. Поэтому я не рекомендую эту сборку собирать от слова совсем, когда в игре есть шаманы, раз. Когда в игре есть Хускар, два. Потому что вы его никогда не соберете, хотя он идеально сюда заходит, вот реально идеально заходит. То есть вы собираете Хускара в двойку, закидываете его сюда, но если у вас удача как у меня, то вы эту пятерку никогда в жизни не соберете, как бы не хотели. Как-то так. Катка очень достойная была, реально. Мне очень понравилась эта игра. Несмотря на то, что, ну это реально очень классная игра была. Тут больше ничего не добавит. В принципе, все. И всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить свои лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Есть телеграм-канал, тоже не забываем, в комментариях он закреплен. И также новая цель — 5000 подписчиков. Всем удачи!